На самом деле на Земле настоящей религии давно уже нет. Это лидеры этих конфессий носят маски. А за этой маской прячется жадность и так далее, и так далее. Отнять. Вот это и есть наглость, которая маскируется красивыми фразами. Вернемся к нам. Так вот, чтобы выйти на эту веру, нужно разгребать эти завалы. Чем меньше греховной массы у нас остается, тем больше светлеет путь. И у нас назревает вот эта настоящая связь, которая вам не только через крещение Бог руку протянул, давайте, но еще и ваши руки тянутся сюда. Давайте, я пойду. И если вы работаете, действительно убираете это все вот вместе, этот совместный труд приводит к чему? К освобождению духа и выход из этого плена. Плен, как Иисус говорил, каждый совершающий грех есть раб своего греха. Мы рабы своих грехов. И многие никак не могут избавиться от конкретных эмоций, то есть от конкретных грехов, имея возможности вот эти все. И каждый раз, когда повторяется какая-то ошибка, будь то зависть или раздражение, или еще что-нибудь, вместо того, чтобы не делать больше этого, каждая ошибка накрывает человека лишним гнетом. Еще. А если человек слабо озабочен этим, у него ежедневно эти кучи эмоций накрывает. Он даже не замечает, что он тонет. Помните, у Дуршлина есть такая тема, что когда человек тонет, ему кажется, что он, по крайней мере, не тонет, стоит на месте, потому что его горизонт сужается, и он каждый новый горизонт, который уменьшается, принимает за свою высшую точку. Вот это такой обман есть, самообман, вернее. Незаметное сползание. А если этого не остановить, значит, приходит момент, когда отсюда решается точка невозврата. Все. И человек из книги бытия вычеркивается, потому что кто-то оттуда видит. У нас зрение распространяется в основном на этот мир, в лучшем случае. А там мгновение, которое здесь как тысячи лет. Поэтому оттуда взор. И они видят, что некоторые люди при всех своих усилиях не дойдут туда. Вот, скажем так, воля Божья это видит. А мы этого не видим. Отсюда человека начинают подгонять попытки еще есть. Ну давай, удар по судьбе, удар по здоровью, еще удар. А человек вместо того, чтобы воспринять это как плеточку, давай вперед, он, наоборот, начинает сердиться, начинает искать виноватых. Вот. И такие случаи тоже есть, когда один товарищ на другого. Вот это излучение идет, раздражение, обида, да многое что происходит. И говорит, мне от него плохо, что же мне делать, от него мне плохо. Я говорю, знаете, в данном случае вам плохо от того, что человек сильнее вас, и от него отразилась ваша эмоция и пошла обратно. То есть вы сами себя избиваете. А бес вам говорит, плохой человек на меня нападает. Вот такая подмена идет. А почему человек верит бесу? А потому что он с ними не борется. Опять возвращаемся. Нет веры, нет движения. Закон движения тоже нарушается. И тогда человек остается один на один. Крестная сила помогать ему в этом не будет. Почему? Потому что иначе Бог будет соучастником наших преступлений. Если вы не боретесь с эмоциями, не боретесь с бесами, с грехами, как угодно это называйте, это одно и то же. Тогда Бог отворачивается и говорит, я не буду накачивать тебе энергии для того, чтобы ты портил жизнь другим. Все, поймите это. То есть лентяям нет входа туда. И тем, которые считают, что они идут, не вот так надо идти, а вот так надо идти. Я понимаю, что не всегда так получается, но где-то хотя бы поближе к этому. И результирующая сила должна, вернее, график должен быть хотя бы такой, но не такой, потому что каждый раз, когда вы падаете вниз, еще вниз, тем самым вы как бы говорите, я хочу, конечно, жить,
ну мне так тяжело, мне очень тяжело и здесь, и мне хочется вот этого хочется, и вот этого хочется. И человек забывает, что вместо чтобы цель поставить вот так идти, у него вот эти земные желания его погребают все больше и больше и больше. У кого это карьера, у кого нехватка, может, содержания, то есть заработки не те. Вот у кого-то это дети проблемные, переживания за них, у кого-то отношения в паре не сложились, вот какие-то возникает одиночество или ревность к кого-то, кому-то лучше, кому-то хуже. Вот это все вместе, иногда и суммой всех этих проблем человека мучает. И не может он вот эти земные проблемы поставить ниже своего выбора вот этого. Душа для меня главное. Не получается. Слишком земные проблемы его затягивают, как болото. И вот как эта птичка увязла коготками и выбраться оттуда не может. Это тоже очень часто бывает. Посмотрите вы вверх. Посмотрите, что вам дороже. Ведь недалек тот час, куда мы идем. Вот. Ведь дальше, за пределами, будет разделение на два отряда. Одни пойдут вверх, в тот период жизни, который назвала Библия тысячелетним царством. А вторая часть, которая не справилась, пойдет вниз. Вот для этих вот несколько жизней у человека, он накопил грехов, вагоны. И вот сейчас как раз искупить это нужно очень большое время. Поэтому Бог принял решение, кто честно будет идти по графику хорошему, такой, наверное, надо чуть-чуть подновить рисунок. Если график вот такой, то близко к этому, значит, человек проходит туда. Если график какой-то вот такой, или вообще сползание вниз никакой, то есть, ну что ж, тогда сюда. Потому что с нами долго нянчились, не только вот, скажем, за эту нашу текущую жизнь. С нами нянчились и здесь, и здесь, и здесь, за все наши жизни. Туда приходили пророки, в какие-то народы. Мы много еще не знаем. У нас только исторические документы – это Библия, где есть Авраам, Моисей, Иисус. До этого там были пророки Захария, Исаия. Это все на базе одного народа исследования. А что не было у Ирана? Там Зороастр был. Там своя плеяда была пришельцев. В Индии тоже было. В Китае, возможно, было. Мы ничего не знаем, не осталось следов. И за многие сотни миллионов лет, вы представляете, сколько их было здесь? Сначала были сотворенные, потом приходили, стали первосотворенные, потом, в конце концов, Сын Божий пришел, который прочие религии пытаются просто, скажем, вычеркнуть из истории. Нет, он не Сын Божий. И в споре с ними я говорю, да считайте, как хотите. Но мы имеем право считать, как мы хотим. И мы его признаем за Сыном Божьим. Почему? И в споре с одним человеком я говорю, понимаете, почему я выбрал христианство? Потому что единственный раз на земле непосредственно пришла воля Божия, любовь Божия. Это сильнее не бывает. Потому что сотворенный или первосотворенный, и сам Бог сюда пришел в лице Христа. За кого цепляться, за какую силу? Почему именно за эту? Потому что тьма настолько над нами создала вот эти тучи, что прорваться через сотворенного или первосотворенного уже невозможно. Нужна точка опоры максимальная, а это Сын Божий. Вот в чем. Не просто выбрать, а надо выбрать самое сильное. Зачем Бог прислал Христа сюда? Если бы тут справился первосотворенный или уровень Авраама. У Бога все рационально. Он никогда ничего лишнего настолько не делает. Если понадобилось нисхождение в этот ад, в эту опасную среду самого Бога, фактически его луча, значит, это было крайне необходимо. Поэтому это и произошло. А поскольку люди его убили, Бог сказал, с вами разговора больше не будет. Миром будет суд. Поскольку больше у меня нет больше в распоряжении сил. Моя воля пришла, вы ее убили. И вот все вот эти напластования за много жизней вот, с вас будут списаны с кого?
а кто честно шел сюда изо всех сил. Почему? Каким образом можно вот этот график? Только при вере, можно сказать, максимальной, который где-то колеблется, там 80-100, 80-100, это значит, человек все понял, он так выбрал. Он контролирует себя. Все попытки его ввести опять в соблазн, в какой-то грех, какую-то эмоцию против кого-то, у него все время что? Взять себя в руки, сначала остановить это, сказать, что происходит. Я почему это говорю? Я практик. Я через все эти прошел моменты. Когда мне стучалось там ревность или что, я говорю, закон нарушаю. Мгновенно я вспоминаю, закон такой нарушаю, я не хочу. Я не хочу из-за того, что что-то на земле со мной происходит неприятное. Я не хочу ссориться с Богом из-за этого. Все, что происходит, я заслужил. И видите, как рождается смирение. И это не просто скажем, зажать в себе эту боль. Я эту боль признаю как заслуженную боль. Я ее заслужил, потому что где-то в прошлом какая-то моя ошибка, которая привела к поражению сейчас, мне больно. Почему? Я кому-то тоже больно делал. И вся эта система прекрасно работает. Если так, когда ты так относишься к жизни, малейшие попытки вести себя в негатив, мгновенно вспоминаешь какой-то закон и глушишь все это, не пропускаешь в себя это. А когда ты это делаешь часто, годами, тогда будешь и даже и закон не вспоминать. Тем мгновенно я не прав и все. Это не мое, я не хозяин этого человека, он имеет право на свой выбор, оставь его в покое. И если тебе хочется чего-то, у тебя не получается, оставь эту тему. Если тебе положено, это придет чуть позже. Не положено, прими спокойно. Вот смирение, смирение. Автоматически ты входишь в постоянный режим смирения. И тем самым постоянно через каждый такой эпизод искупаешь грех. Искупаешь, искупаешь, искупаешь. Если человек этого не может, значит, он не искупает прошлое. Понимаете, насколько это важно? И в статье «Смирение – оружие против тьмы» оно так и есть. Ведь каждый акт смирения, если он искренний, уничтожает беса. Не мы, конечно, а воля Божия говорит, с тебя списали еще одно, и еще одно списали, и еще одно списали. И так наши тучи начинают бледнеть. Вот это. Меньше, меньше, меньше. Тем самым Богу показывают. Мы все поняли. Мы искупаем добровольно, спокойно. Да, мы страдаем, но я понимаю, из-за чего это происходит. Вот это важнейший элемент списания.